Дорогие рукодельницы, рада приветствовать вас на канале Олина Нитка. Меня зовут Оля. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, я буду рада новым зрителям. Сегодня по просьбе моей подписчицы я хочу показать вам фрагмент из мастер-класса по вязанию джемпера «Морской бриз» о том, как вязать двойную горловину с имитацией кетлевки. Думаю, это видео будет полезно и другим зрителям. Также прошу строго не судить данное видео, потому что я записывала его очень давно, оно старое, еще когда только начинала вести канал. У меня не было того оборудования, которым я обладаю на сегодняшний день, поэтому есть определенные технические огрехи, но это не помешает научиться вам вязать такую горловину. Но все же, если у вас возникли вопросы, вы всегда можете написать их в комментарии под этим видео. Для работы нам потребуются круговые спицы с леской 40 см или 80 см, 100 см, крючок на размер больше диаметра спиц и основную нить и бросовую нить нам нужно будет подготовить. Выполняем временный набор петель для горловины при помощи крючка. Берем крючок, который немножечко больше, чем номер спиц. Ну вот у меня спицы будут двоечка, а крючок я возьму под номером 3. И выполняем цепочку из воздушных петель. Мне нужно набрать 128 по моим расчетам. У вас может число петель отличаться. Крючок большего размера мы используем для того, чтобы потом удобно было набирать спицами петли косички. Переворачиваем. Вот у нас косичка идет, да? Мы ее поворачиваем вот так. И здесь у нас есть вот такие вот дужки. То есть смотрим, легко ли проходит спица в эти дужки. Вот у меня легко проходит, за счет того, что я взяла крючок большего номера. Когда цепочка связана, отрезаем ниточку, оставляя небольшой кончик. Берем спицы и уже нитью от основного цвета, которой мы собираемся вязать резинку, присоединяем и начинаем поднимать петельки. Еще раз показываю. Вот у нас цепочка. Вот она, косичка идет, видите? Косичка. Мы ее переворачиваем вот так. И будем вводить спицы вот сюда, под вот эти вот дужки. Такие вот. Вот они похожи на цепь как раз таки. Первая у нас, вот она. Подхватываем ее. И протягиваем нашу рабочую ниточку. Вот так вот подтягиваем. Потом ее подтянем. Следующая вот у нас цепочка, дужка вот эта вот, да? Ее поднимаем. И так поднимаем все петельки. Не вытягиваем их так, чтобы они достаточно плотно сидели на спице. Встретимся, когда все петельки будут подняты на спицы. Я подняла все петли. Рекомендую вам пересчитать, чтобы точно не ошибиться, если вдруг пропустили какую-то петельку. С правой стороны, вот я эту петельку намеренно оставила, чтобы показать. Когда нам нужно будет убирать временную ниточку и переснимать петли на спицу, мы потянем за вот эту вот ниточку, и у нас вся косичка начнет распускаться. То есть нам не придется ничего обрезать. Здесь мы дополнительную петлю не вяжем. Вяжем резинку 1 на 1 или 2 на 2, если хотите. Итак, первая петелька у меня будет лицевая. Я провязываю первый ряд всегда, а потом уже соединяю в круг вязания. Мне так удобнее делать. Вы делаете так, как удобно вам. Вяжем. Встретимся в конце ряда. Напомню, что здесь нам не требовалась петля для соединения в круг. Тяжеловато, конечно, подхватить.
И вот подтягиваем ее, чтобы ниточка вот та затянулась, придерживая пальчиком. Все, вяжем резиночку до конца ряда. Я довязала этот ряд до конца, и теперь смотрите, что мы делаем. Вот я оставляла здесь петельку, это конец цепочки из воздушных петель. Я хочу пометить ее маркером для удобства, чтобы потом я знала, где у меня начало, точнее конец этой цепочки, да, где я буду с какого места распускать. Вот так вот затягиваем ее. И вот здесь можно завязать бантик для удобства. Завяжем ниточки. Все. Продолжаем вязать дальше. Вот видите, здесь нам не требовалось совершенно этой дополнительной петли для соединения в круг. Продолжаем вязать по кругу. Для тех, кто не знает, что такое метод Magic Loop, что в переводе означает волшебная петля, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, когда я вязала, я на середине вязания вытянула вот такую вот петельку, да, из лески. То есть я просто взяла вот между петлями, да, остановила вязание и вытянула ее. Теперь мне нужно будет в начале ряда сделать еще одну петельку, вытянуть. Здесь я подтяну петельки. Все, вот у меня вторая петелька получилась, да, вот так вот. Я начинаю вязать, подтягиваю. Вот здесь обязательно хорошенько прям затягиваем, чтобы у нас не было видно места, где у нас сформировалась вот эта волшебная петля. Итак, первая у меня лицевая петля, изнаночная, так, все. Вот теперь у меня с этой стороны, видите, леской, мне нужно ее вытащить. Значит, я возьмусь вот так вот за вот эту петлю, которая у меня в начале ряда, и вытяну спицу сюда, подтяну, чтобы она у меня была с этой стороны, на нее петельки заводим. А здесь спицу наоборот вытягиваем, образуя новую петлю. Вот так. И вот так вот каждый раз, доходя до петли, мы ее вытягиваем, перегоняем на другую сторону и вяжем себе дальше. Вяжем таким образом до того момента, в общем, на всю ширину резинку, сколько вы запланировали. Я буду вязать полосочку посередине, вот вместе сгиба резинки. Если вы хотите так же, как и я, значит, смотрим продолжение. Если нет, то пропускаем и вяжем всю ширину резинки вот этой вот ниточкой основного цвета. Итак, я дошла до того момента, когда нужно будет уже делать контрастную полоску. Если вы ее не делаете, то можете этот фрагмент видео пропустить. Ширина резинки у меня получится в сложенном виде 2,5 сантиметра. Умножаю на 2, поскольку резинка, еще раз повторюсь, у нас будет складываться пополам. Значит, получается 5 сантиметров. У вас может быть другая ширина. Рассчитывайте под свою ширину. Плотность вязания у меня в 1 сантиметре 4 ряда. Значит, я должна вот эти 5 сантиметров умножить на 4 ряда. Умножаю на 4 ряда. И получается у меня 20 рядов. То есть 20 рядов резинки мне нужно связать в общей сложности. Я хочу сделать полоску и хочу, чтобы полоска занимала у меня 3 ряда.
с одной стороны и 3 ряда с другой стороны. То есть 3 умножаем на 2. Получается 6 рядов. Из 20 рядов, из общего количества, да, вычитаем эти 6 рядов. В остатке получается 14 рядов. Будет связано нитью основного цвета. А 6 рядов контрастного цвета. Эти 14 рядов мы должны разделить на 2. Поскольку мы свяжем вот с одной стороны с лицевой половину, да, затем провяжем 6 рядов нашим контрастным цветом, и дальше у нас будет оставшаяся половина. 14 рядов разделить на 2, получается 7 рядов. Нарисую вот так вот схематически резинку, да. Вот вся ширина резинки получится. Ну, кусочек, да, вот здесь у нас будет продолжение, конечно же, да, в круговую она у нас идет. Ну, вот так, в круговую. Значит, получится, что вот здесь вот 7 рядов основного цвета. Дальше 6 рядов получится контрастного цвета. И вот эти оставшиеся 7 рядов основного цвета. И вяжем. Я сейчас буду менять нить. Я уже связала 7 рядов. Вот они. Вот этот участок я связала. И сейчас я поменяю ниточку на контрастную. И буду уже вязать 6 рядов нитью контрастного цвета. Вяжем также резиночкой. Шесть рядов. Я закончила вязать резинку. И теперь, поскольку она планируется у нас двойная, мне необходимо будет сложить полотно вот таким образом и провязать по 2 петельки. Складываем, ищем первую петлю. Вот она у нас. Сейчас покажу, как это сделать, не переснимая на дополнительные спицы. То есть обычно вот эти петельки переснимаются, вот эти точнее, да, которые у нас на бросовой нити, они у нас переснимаются на дополнительные спицы и затем провязываются. Но можно делать следующим образом. Итак, смотрим, вот у нас первая самая петелька, видим ее, да? Мы ее берем и подхватываем вот этой вот правой спицей, надеваем вот сюда на левую, так, чтобы нам потом удобно было провязывать. Вот, надели. И теперь провязываем 2 петельки вместе, лицевой. Провязали. Следующую петельку также подхватываем, вот она у нас. Надели ее на спицу. И вот продолжать резиночкой, да, вот это ж у нас изнаночная идет, провязываем ее как изнаночную. Следующая петелька, вот она, подхватываем ее, надеваем вот сюда, надеваем на спицу, провязываем. Вот сейчас я вяжу лицевую. Следующая у меня будет изнаночная. То есть я сейчас подцеплю изнаночную петельку. Надела. И сейчас вяжем ее изнаночной. И теперь смотрите, вот здесь я ставила маркер
для того, чтобы знать, где у нас конец цепочки, да, с которого вот отсюда мы будем распускать. Можно сейчас маркер убрать. Вот за эту ниточку мы тянем. И петельки, посмотрите, цепочки очень легко распускаются. Вот так, одна за одной. Вот эти у нас уже провязанные. Дальше можно распускать. И вот у нас освобождается следующая петелька. То есть вот она, да? То есть мы ее можем освободить сначала. Вот так, да? А затем подхватить ее. Вот. Смотрите, как вам удобно. Надеваем ее и провязываем. Дальше следующую освобождаем. Вот она у нас. Надеваем на спицу и провязываем. Вот так. И так до конца ряда. Настало время вязать ложную петлевку. Состоять она будет из 4 рядов. В первом ряду нам необходимо будет удвоить количество петель на спицах. Для этого мы будем вязать накид и одну лицевую. Будем чередовать так до конца ряда. Вяжем накид движением от себя. Это важно. Вот так. Лицевая, накид, лицевая. Вот так. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Встретимся, когда ряд будет довязан полностью. Я довязала этот ряд до конца. И теперь мы будем чередовать следующие действия. Мы вяжем изнаночную скрещенной, то есть вот так вот за переднюю стеночку. Это, конечно, будет неудобно. Придерживаем ниточку вот так. Но зато у нас не образуются дырочки. Лицевую вот эту вот мы снимаем, нить оставляя за работой. Изнаночную скрещенной. Лицевую снимаем, нить за работой. Так. Этот накид у нас тут неправильный был. Вот так его переснимем. Если вдруг ошиблись, смотрите, ничего страшного. Тут у меня, видите, накид был на себя сделан. Ну и вот так вот его спицей подцепила и в обратную сторону. Это не страшно. Но чтобы этого не делать, да, поэтому накиды все время делаем одинаковые. Изнаночная скрещенная, лицевую сняли. Изнаночная скрещенная, лицевую сняли. И так до конца ряда. Приступаем к вязанию третьего ряда. Теперь мы изнаночную будем снимать, оставляя нить перед работой, а лицевую провязывать. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. И так вяжем до конца ряда. Изнаночную сняли, нить перед работой, лицевую провязали. Встретимся, когда этот ряд будет довязан. Я довязала третий ряд, и теперь в четвертом ряду мы будем провязывать изнаночную, а лицевую будем снимать, оставляя нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить позади работы. Изнаночную провязали, лицевую сняли, нить за работой. И так вяжем до конца ряда. Встретимся, когда ряд будет провязан. В пятом ряду
Мы будем изнаночную снимать, оставляя нить перед работой, а лицевую провязывать. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. И так до конца ряда. Встретимся, когда этот ряд будет провязан. Теперь я перейду на спицы большего диаметра. Это у нас уже будет последний 6-й ряд петлевки. И буду провязывать 2 вместе лицевой. Вы, если хотите сделать имитацию шва кетельного, то тогда можно провязывать 2 вместе изнаночной. Но мне этот шов не нужен в изделии, поэтому я буду вязать 2 вместе лицевой. Вот так. Вот такая аккуратная имитация кетлевки у нас с вами получилась. На этом я буду заканчивать. Желаю вам ровных петелек, красивых горловин и изделий в целом. И до новых встреч на моем канале. Всем пока!